В этом видео покажу, как делала уже довольно традиционную осеннюю композицию в виде декоративной тыквы из бархата, но с некоторым нюансом – подсветкой изнутри. Привет, меня зовут Лилия. Сначала я хочу показать вам кусочки бархата, которые приобрела в Wildberries, в том числе и для этой работы. Артикулы на них оставлю в описании к этому видео. Все отрезы, кроме оранжевого, это так называемый мраморный бархат на трикотажной основе. Оранжевый – обычный трикотажный бархат. В работе использовала этот оранжевый и 2 отреза зеленого разных оттенков. Сначала делаю листочки. Смешиваю 2 части густого строительного клея ПВА и 1 часть воды. Этой смесью промазываю изнаночную сторону ткани. Размер отреза примерно равен формату А4. Обработать ткань можно и другими способами, например, желатином или крахмалом, но мне эти составы не нравятся из-за неустойчивости к влаге готовых изделий. Есть еще и специальные составы, но я остановилась на доступном ПВА. Клей должен очень хорошо высохнуть, а ткань приобретает достаточную жесткость. Подготовила еще один такой же кусок, но светлого зеленого цвета. На изнаночной стороне ткани обвожу шаблоны и вырезаю. И покажу 2 варианта, как можно сделать прожилки на листочках. В первом варианте использую зажигалку. Перегибаю листок по линиям прожилок, сгиб слегка нагреваю на огне, а затем плотно пережимаю сгиб по всей его длине. Конечно, сделать плавные линии не получится, но придать листочкам некоторую фактурность можно. И не забываю опалить края листка. Получаются вот такие листочки. Для второго варианта нужен паяльник. Под листок подкладываю сложенную в несколько раз плотную ткань. И с лицевой стороны жалом паяльника рисую прожилки листка. И получается вот так. Такие же листочки делаю из обработанного бархата темного зеленого цвета. К листьям подклеиваю кусочки проволоки. У меня она флористическая в бумажной оплетке темного коричневого цвета. Толщина 1 мм. Приклеиваю на тот же клей ПВА. И теперь дополнительно листьям придаю некоторые изгибы. И листья готовы. Чтобы сделать плодоножку для тыквы, использую фольгу. Фигурке сразу придаю нужную мне форму.
Клей ПВА немного развожу водой. Обычную салфетку разрезаю на небольшие кусочки. А затем этими кусочками в 2-3 слоя заклеиваю всю поверхность фигурки. Когда клей высох, акриловой краской темного зеленого цвета закрашиваю фигурку. После высыхания краски тонирую всю поверхность акриловой краской с сильным золотым пигментом. Делаю это сухой кистью и краску водой не разбавляю. Получилась вот такая плодоножка. Чтобы разместить внутри подсветку, использую шарообразную стеклянную вазу. Сначала я хотела разместить вазу, перевернув ее донышком вверх. Так ваза могла быть своеобразным плафоном, которым можно было накрывать лампу или светодиодную гирлянду с батарейкой. Но я решила заморочиться. Поэтому вырезала из картона круг по размеру немного больше горловины вазы. В качестве подсветки у меня вот такая 5-метровая гирлянда с блоком батареек. В картоне делаю отверстие и завожу в него гирлянду. Блок с батарейками наклеиваю на картонный кружок. Из кусочка синтепона свернула небольшой рулон, на который свободно наматываю всю гирлянду. Так лампочки будут равномерно распределены внутри. Опускаю гирлянду внутрь вазы. А сверху приклеиваю картонный кружок с блоком батареек. При этом выключатель располагаю к внешнему краю, чтобы потом до него можно было добраться. На оранжевом бархате намечаю размер куска, которым буду оборачивать вазу. И начинаю приклеивать срезы материала к картонной крышке вазы. Можно было верхний срез собрать прямыми стежками на нитку и затем ее стянуть, и только потом подклеить к картону. Я же собираю верхний срез небольшими складочками.
И получилось вот так. Вырезала из картона еще один кружок, но меньшего размера. Его буду заклеивать кусочком бархата таким образом, чтобы сгибы ткани по окружности немного выступали за края этого картонного кружка. Они должны как бы нависать по краям. Получившуюся бархатную крышку наклеиваю на блок батареек. Вы, возможно, задались вопросом, а как потом менять батарейки? У меня получилось открывать и закрывать блок вместе с декором сверху, но я вам советую все же найти гирлянду с маленьким блоком, чтобы спрятать его сверху между листьями, а не заводить внутрь. Или же декорировать вазу в перевернутом виде, кверху дном. Тогда у вас снизу будет отверстие, в которое можно прятать лампочки. И приступаю к созданию композиции на получившейся вазе тыкве. Кроме бархатных листьев, подготовила грозди золотых ягод. Сначала приклеиваю листочки. Использую термоклей. Когда я приклеила плодоножку, то поняла, что обойтись только листьями и ягодками в декоре мне будет недостаточно, поэтому подбираю еще и цветы. Вот такая композиция в итоге у меня получилась. А включив гирлянду, можно добавить даже немного волшебства. Всем хорошего настроения, мира и добра. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И как всегда, жду вас на своем канале.